Всем привет! Сегодня будем вязать вот такую мимозу, веточку мимозы, цветочек. Такой красивый получится у нас. И также будем вязать лепесточки к ней. Вяжется несложно, просто можно сделать такой весенний декор или то, что может украсить наши игрушки. Приступим. У нас будет два цвета, желтый и зеленый, для мимозы и для листьев. Крючок я использовала 1,25. Вы можете подобрать уже под свои ниточки. Начинаем наше вязание. Закрепляем нить, делаем первую воздушную петлю, это закрепили. И теперь начнем вязание. Мы набираем 5 воздушных петель. Набрали 5 петель. Здесь мы себе отметим. В эту пятую петлю мы будем дальше провязывать. И набираем еще 3 петли. Теперь делаем столбик с 2 накидами в пятую петлю, но не заканчиваем его провязывать, потому что у нас будет 4 столбика с 2 накидами с одним основанием. Видите, мы оставляем недовязанным наш столбик с 2 накидами. Сюда же делаем еще 3 столбика с 2 накидами в пятую петлю от начала нашего вязания. 3 и последний, 4 столбик с 2 накидами. Вот у нас с вами на крючке 4 столбика с 2 накидами. И сейчас мы провяжем общую вершину и сделаем еще воздушную петлю. Вот такая бубочка у нас получилась. Теперь мы складываем ее как бы пополам и продеваем вот в 6-ю петлю и захватываем предыдущий столбик и делаем как бы соединительный столбик. Вот соединяем. Такая у нас бубочка у мимозы получилась. Красивенькая, правда? Вяжем следующую. Также опять набираем 5 воздушных петель. Отмечаем, в пятую мы будем провязывать 3 воздушные петли. И делаем 4 столбика с 2 накидами с общей вершиной в пятую петлю. Второй столбик. Так, и еще 2. Последний. Вяжется эта мимоза просто, ничего сложного, но получается такой очень красивый весенний букетик. И теперь делаем общую вершину. Протягиваем нить через все петли на крючке и делаем еще одну воздушную петлю. Теперь складываем как бы пополам листик и делаем соединительный столбик. Вот вторая наша бубочка. Такая она получается красивая, приметная. И продолжаем наше вязание. 5 петелек. Отмечаем себе. Дальше опять 3 петли и 4 столбика с 2 накидами с общей вершиной.
И последний, четвертый столбик с двумя накидами. Теперь провязываем все вместе общую вершину и воздушную петлю. Может, тут будет не всегда удобно вот делать вот эту соединительную петельку, но вы приспособитесь. Дальше мы такие бубочки вяжем высотой, какая нам необходима будет с вами соцветием. Я буду это делать в ускоренном режиме. Вот бы нам всегда так быстро вязать, правда? Ну и вы вяжете столько, сколько вам необходимо по размеру вашего цветка и будущего букетика. Вот таким образом. Я буду делать мой букетик небольшой, так как я хочу его использовать в декоре для фарфоровой куклы. И поэтому я не буду делать очень большое соцветие. Это уже сами выбираете. Вот такой длины у меня будет. И теперь мы с вами приступим к вершине. Мы делаем соединительные столбики вниз по нашему соцветию. 2. Смотрите, у нас должно остаться 2 воздушные петли до предыдущего соцветия. Мы набираем с вами теперь, будьте внимательны, 4 воздушные петли. 3, 4. И теперь в первую воздушную петлю мы также само делаем с вами 4 столбика с 2 накидами с общей вершиной. Вот видите? Второй столбик. Третий. И последний, 4. Принцип вязания тот же самый. Соединяем все вместе петли. И опять складываем нашу бубочку. И делаем соединительный столбик. Не всегда легко попасть, надо приловчиться. Ну, я думаю, вам будет проще. И дальше, смотрите, мы с вами вяжем по соцветию соединительными столбиками. Следующая петля, соединительный столбик. Раз. И дальше соединительный столбик. И еще один. Вот такие бубочки у нас получаются. И опять мы с вами продолжим. Такие хорошенькие соцветия, правда? Ну и продолжаем наше вязание. Опять набираем 4 воздушные петли. И в первую петлю мы делаем опять 4 столбика с 2 накидами с одной вершины. Ну и опять тут продолжаем делать соединительные столбики по цветку соцветия. Вы можете делать более густые цветочки, но мне так понравилось. Вот такие они, бубочки получаются.
Примерно получается, что каждая бубочка, каждый цветочек, соцветие получается через 2 воздушные петли. И они так получаются плотненько. Впоследствии можно будет это соцветие так развернуть, чтобы они были, ну, вроде бы как и симметрично с одной стороны, а с другой стороны хаотично. Уже мы с вами в будущем посмотрим, какой получится цветочек. И соединяем верхнюю петлю. И прекрасно. Так. И опять делаем соединительные столбики по телу нашего цветочка. И вот такая мимоза получается. Делаем, вяжем так до конца. Давайте я сделаю это за кадром, и уже увидимся, как я закончу полностью цветочек. Раз. И вот мой цветок. Связали до конца. Здесь мы нитку закрепляем и обрезаем. Затягиваем наше соцветие. Дальше мы берем проволоку длиной, какая нам необходима будет для цветочка. И теперь будет сейчас одно из самых неудобных моментов. Эту проволоку нужно продеть сквозь петельки, как бы нанизать наш с вами цветочек на вот эту проволочку между петельками. Тоже надо приловчиться, но все получится. И просто я вяжу достаточно плотно, и поэтому мне может быть немножко сложнее. Давайте опять же я сделаю это за кадром. Ну вот такой у нас цветочек получился. Вот эта петелька, которая не будет нам мешать, не будет нам, цветочек не выскользнет из проволоки. И вот такая мимоза получается. Смотрите, можно вот так прокрутить, чтобы наши цветочки были в такой, ну, хаотично, симметрично. Цветок наш готов. Впоследствии мы уже его приведем в конечное заключение. Пока откладываем. И будем сейчас начинать вязать листик. Для этого мы возьмем с вами тот же самый крючок 1,25 и зеленую нить. Набираем с вами воздушные петли. Смотрите, я вам не скажу здесь, сколько набирать воздушных петель, так как вы набираете такое количество и такой размер, какой вы хотите, чтобы у вас был лист. Хотите лист больше, набираете больше воздушных петель, и у вас будет листик длинный. Хотите меньше, берите меньше воздушных петель. То есть это у нас будет по длине листа. Наша цепочка из воздушных петель будет по длине листа. Вот я могу сейчас примерить к моему цветочку. Ну вот, может быть, еще немножко я добавлю воздушных петель. Хочу немножко подлиннее этот листик связать. Вот, готово. Теперь нам нужно будет с вами отрезать проволоку. Но смотрите, какой длины. Она у нас будет согнута. То есть длина проволоки должна быть в 2 раза больше, чем будет наш лист. Отмерили. И сейчас будет немного сложный процесс. В начале нужно будет приловчиться. Делаем столбик без накида, и нам нужно как бы оплетать
вот нашу проволоку. В каждую петлю мы делаем столбик без накида. Второй столбик без накида. Теперь третий. Вот здесь то, что я говорила, надо приловчиться. Не совсем удобно мне сейчас, потому что у меня руки на весу. Вам будет гораздо проще это сделать. Проволока остается как бы за вязанием, и мы ее обвязываем ниточкой. Вот так. 4 столбика без накида в каждую петлю. Еще один. Это будет наш череночек. И теперь мы набираем 10 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И делаем столбик без накида в эту же самую петлю, из которой мы делали эти 10 воздушных петель. Как бы закрепляем нашу цепочку. В следующую петлю делаем столбик без накида. Немножко неудобно мне. И еще один столбик без накида в следующую воздушную петлю. То есть после 10 вот этих воздушных петелек мы делаем 2 столбика без накида. И опять набираем 10 воздушных петель. И закрепляем сюда же, откуда у нас была эти воздушные петли, мы сюда же провязываем еще один столбик без накида. Вот. И продолжаем следующие 2 петли, это 2 столбика без накида в каждую петлю по очереди. Отлично. И вот таким образом мы с вами вяжем дальше. Опять же, я это сделаю в ускоренном темпе. Процесс понятен. Все повторяем до окончания, до завершения нашей с вами цепочки. Это и будет вершина листа. Повторяем, быстро вяжем. Тут тоже нужно следить за таким моментом, чтобы вот этот наш листик, он не соскочил с проволоки. Мы закончили. Давайте я вам покажу, что будем делать дальше. Вытягиваем крючок и смотрите, нашу проволоку мы сгинаем пополам. Вот это будет наша вершина листа. Хорошенько, плотненько прижимаем. Проволоку вторую, вторую часть мы тоже будем обвязывать таким же самым образом. Опять же набираем 10 воздушных петель. В тот же самый столбик мы делаем, в ту же самую петлю делаем столбик без накида. Немножко тут будет неудобно, так как у нас уже согнутая петля. Вот, а теперь дальше, смотрите, дальше мы делаем, вот видите, вот в боковушку, что осталось у нас от нашего ряда, который мы вязали, нижняя стенка петли, и вот туда мы будем провязывать дальше наши столбики без накида, обхватывая при этом проволоку. И все продолжаем так же само. 10 воздушных петель. Видите, тут хорошо видно, вот в эту косичку как бы нижняя стенка
ряда нашего. Вот сюда, видите, как бы косичка нас выглядывает, и мы делаем туда столбик без накида. Вот, и получается у нас лист. Так мы вяжем. Вот тут возьмите лист так, чтобы вам было держать удобнее. И так мы продолжаем с вами вязать до конца листа. Повторяем все то же самое. Как видите, этот лист тоже вяжется не сложно. Единственное, надо приловчиться, чтобы вот удобно было держать вот эту нашу проволоку. И вот такой получается листик. Давайте я провяжу сама до конца нашего листика, вот отсюда до сюда, и уже увидимся, вот, когда он уже готов. Здесь мы закрепляем ниточку. Можно вот так подтянуть. Этот кончик мы заправим, его не будет видно. И смотрите, и дальше при помощи вот этой нитки и клея мы просто таким образом обкручиваем листик. И так же самое делаем с нашим соцветием. Я сделаю это за кадром, и посмотрите, что у нас получилось. Вот такая мимоза. Красивенькая, правда? И листик к ней. Я планирую сделать еще 2 листика и еще 2 соцветия мимозы, чтобы у меня получился букетик. А какой букетик? Вот смотрите. Вот такой букет. Приятного вам вязания и до новых встреч!